Доброе утро, друзья! На часах 6 утра, и мы только что приземлились в одном из старейших поселений Западной Сибири. Говорят, здесь бывал даже сам легендарный Ермак. Но статус города этому месту придали только 70 лет назад. Здесь нас встречают вот эти потрясающие люди, очень много комаров, так что не будем задерживаться, впереди очень много интересного. Ханты-Мансийск, как и Древний Рим, расположен на 7 холмах, а югорские народы впервые были упомянуты в повести временных лет. Сейчас большинству город известен как разве что один из крупнейших нефтяных центров. При этом он современный, комфортный для жизни, и здесь есть на что посмотреть. Приехать в Ханты-Мансийск и не побывать в археопарке, невозможно. Он находится в черте города, где увековечены в металле 11 древних животных. Тысячи лет назад вот такие гиганты ходили прямо по этой земле. Сейчас на территории парка воссозданы горы и равнины, характерные для того времени. Кроме мамонтов, тут есть и бобры, и табун древних лошадей. Практически все фигуры выполнены в натуральную величину, кроме бизонов. Их сознательно увеличили в несколько раз. От предыдущей точки мы проехали буквально 6 минут и оказались здесь, в этнографическом музее под открытым небом, который города называется Торума, что означает «священная земля». Здесь вас познакомят с традициями коренных народов Севера, дадут возможность поучаствовать в некоторых обрядах, гуляниях, а также научат ремеслам. Например, печь хлеб по всем местным канонам, как это делали многие века подряд. Ну а пока печется хлеб, я решила отправиться на мастер-класс по изготовлению традиционных кукол. Спасибо. Понадобятся нам ниточки. Это мы будем завязывать уже платочек. Это какие-то национальные цвета? В основном использую данные цвета, потому что они более такие природные и самые такие основательные. Зеленый ассоциируется с лесом, синий – это небо, либо вода, красный – это огонь, жизнь. Так, ну что, какую оценку мне ставите? Очень хорошо, вы отлично справились для Спасибо. первого раза. То есть Очень 4 симпатичная, получила. Да, 4 с плюсом. Спасибо вам большое, теперь я умею делать такие куклы. А еще в Торума можно испытать свою силу и ловкость, поучаствовав в традиционных забавах. Правила вам, конечно, подробно расскажут перед стартом. Что и требовалось доказать. Вообще у меня, конечно, проблемы с прицелом. В Будапеште было не так. В Будапеште было не так. Ребят, будете пробовать? Я от себя другого и не ожидала. Каждый год тысячи туристов приезжают в Торума, чтобы узнать, кто такие обские угры, как они строили жилье, как охотились, какие места называют священными и какие предметы помогали им обустраивать быт в тайге. И здесь я действительно на себе прочувствовала, каково это – погружение максимальное. За время, пока я исследовала местные достопримечательности, сотрудники комплекса уже достали из печи свежий хлеб, накрыли стол и заварили ароматный чай из местных трав. Потрясающе. Не склеился. Очень вкусно. Спасибо большое. На здоровье. 4 ингредиента, верно? 4. Мука, соль, дрожжи и вода. Да. Хлеб, правда, очень-очень вкусный. Спасибо. На здоровье. Вообще к природе, как к кормилице, здесь отношение особое. Ее тщательно берегут. Почти треть Ханты-Мансийска занимает огромный лесной массив, а вокруг города раскинулся природный парк Самаровский Чугас со своими знаменитыми кедрами.
больше 6500 гектаров густых лесов, голубых озер, чудесных островов и безмятежных болот. В переводе с хантыйского Чугас означает «одинокий остров, покрытый тайгой, возвышающийся на берегу реки». По факту все так и есть. И вот мы с вами дошли до основной смотровой площадки города, и от этого вида буквально дух захватывает. Не все ходить нам по Ханты-Мансийску пешком. У нас сейчас речная прогулка, финальный пункт, который точка слияния двух местных рек – Иртыша, по которому мы плывем, и Аби. Расстояние от города небольшое, всего лишь 20 километров, однако время пути 1,5 часа в одну сторону и 1,5 часа в другую сторону. Смотрите, как прекрасно! Лето, солнце, вода и никаких комаров. В 2013 году вместе слияния этих сибирских рек была установлена первая в России 8-метровая плавучая часовня-маяк Николая Чудотворца. Под крестом, венчающим часовню, расположен огонь маяка. 8 икон в нишах подсвечиваются. И хотя богослужения внутри не предусмотрены, это место обязательно стоит посетить. А для народов Ханты и Манси оно вообще считается священным, поэтому для туристов в этой точке предусмотрен особый обряд. При слиянии очень сильная энергетика у Иртыша и очень сильный у Аби, и когда они объединяются, то получается вообще потрясающая энергия. И вот для того, чтобы вы почувствовали эту энергию, она вошла в ваше тело, мы с вами сейчас будем делать омовение. Этот обряд проводили ханты для того, чтобы получить сильную энергетику. Мы уже слишком энергетики, кажется, много забрали, нас пытаются увезти отсюда. Да, столько нельзя. Ничего, ничего, лишней не будет. Энергия мне понадобится. По легенде, если бросить монетку в точке слияния Иртыша и Аби и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Загадаю, пожалуй, вернуться сюда. Не думайте, что я загадала наконец-то пообедать, но без посещения местного ресторана важная туристическая тема. Тема локальной гастрономии не была бы раскрыта полностью. Ханты, манси и ненцы готовят рыбу и оленину, богато приправляя все блюда грибами, ягодами и другими дикоросами. А шефы местных ресторанов уважительно относятся к культуре коренных народов Севера и опираются на их рецепты. Мое глубокое убеждение, что когда ты оказываешься где-то в путешествии, то просто не можешь не попробовать какую-то местную локальную кухню. Вот и сегодня, оказавшись в ресторане, я решила заказать местную уху, которую называют хантыка. И, как рассказал нам официант, она состоит из наваристого бульона на щуке, собственно, самой щуки, картошки и, судя по всему, укропа. Сейчас будем пробовать. Аромат потрясающий. Ой, очень горячий, достаточно жирный, много лука, но вкусно. Ставлю 5. Удивительно, но факт. Бурное развитие Ханты-Мансийска началось всего с 60-х годов прошлого века, сразу после того, как здесь обнаружили нефть. Для любителей дойти до самой сути мы отправились сюда. Сразу 2 музея расположены почти что друг напротив друга. Вот этот музей геологии, нефти и газа, а следующий – природы и человека.
Про все периоды развития города рассказывает Музей геологии, нефти и газа в комплексе площадью 7 тысяч квадратных метров. Архивные фотографии первых переселенцев, палатка геологов, жилой вагончик, предметы быта и личные вещи геофизиков, строителей и водителей спецтехники. Музей – огромный научно-культурный центр, не имеющий аналогов в России. Здесь можно, например, пощупать нефть. Нас, правда, предупредили, что после рука может пахнуть черным золотом. Все верно, пахнет. Или прикоснуться к метеориту. Написано, что он весит 37 килограмм. А еще рассказывают, что мужчины устраивают соревнования. Нет, никак. Ну а про саму природу края, про местную культуру, обряды, обычаи и верования коренных местных жителей расскажут уже в следующем музее – Музее природы и человека, не менее масштабном и интересном. Еще одна из главных отличительных черт ханты-мансийцев – повальная приверженность ЗОЖу. Спортом тут занимается больше половины населения. Судите сами, на 106 тысяч жителей приходится 190 спортивных сооружений. В городе 13 плавательных бассейнов. И при этом Ханты-Мансийск уже 20 лет остается центром лыжного спорта мирового значения. За это время здесь прошли 11 разных этапов Кубка мира по биатлону. Впрочем, впереди нас ждет знакомство и с другими видами спорта, более традиционными для коренных жителей этого региона. И для этого мы отправляемся в тайгу.